Препятствия не должны вас останавливать. Столкнувшись со стеной, не поворачивайте назад, не отступайте. Найдите способ преодолеть этот барьер. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alyx General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Liquid Gold на нижней позиции Fargo, супероружие США. На верхней позиции Big Size, токсиновая армия ГЛА. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Итак, Size и Fargo сошлись в очередном челлендже на карте Liquid Gold. До 6 побед, первая игра, и кто-то из бойцов откроет счет в этом поединке. Нас ждет достаточно долгое противостояние, поэтому устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Ну что ж, дроп от Fargo, я так понимаю, сейчас готовится. Да, все верно, там дозер. Я видел, что загружался он в чинук. Есть также рейнджер, готовится Fargo к захвату вышек. Это факт. Сел в домик, ну и, естественно, сейчас строительство нарыто пока что не прокатит. Еще один рейнджер также на захват прибежал. И, кстати, от Fargo уже захват-то изучен. Через 2 казармы стартовал, но на этой карте, в принципе, это, наверное, самый такой годный, скажем так, старт. С одной казармы спамятся пехота в виде рейнджеров. Ракетчики, кстати говоря, здесь присутствуют. А на другой казарме учится захват тех самых вышек. Тем временем Size также вышел вперед, позанимал здесь домики. Вот как раз таки с этой норы, наверное, ракетчики-то и вылезли. И поселились здесь в этих домиках. Бежит дальше здесь рабочий, но рабочий будет отменен, скорее всего, с помощью ракетчиков, а рейнджер просто добавит. Еще один рейнджер также бежит вперед. Fargo тем временем дропнул рейнджера направо, как раз таки на мейне у Size, захватывает вышку. Дальше летит своим чинуком, пока остановился. Скорее всего, сейчас дозер просто будет мешать захватывать Size вышку на мейне, а тем временем техничка поехала направо. Но успевает Fargo, успевает своего рейнджера посадить в бункер, но там есть токсиновый репель, который сейчас будет этого рейнджера отменять. Да, можно вышку захватывать. Как раз таки захват у Size также уже изучен, и тоже старт в 2 казармы. Как я ранее говорил, на этой карте это самый, наверное, хороший такой старт. Ну и есть вот Fargo уже первая вышка, также на мейне тоже вышка захвачена, и рейнджер побежал направо, также вышку захватывать. В сумме у Fargo уже может быть 3 вышки. А вот справа на центре норк это все-таки у Size прокатило, и в принципе можно рейнджерами работать, точнее повстанцами от ГЛА, да, и захватывать эти самые вышки справа на центре. Ну и поехали 3 технички вперед. Вопрос, если там какой-нибудь рабочий может быть и поставить здесь норку, ракетчиков в бункер посадить. И слушайте, почти ведь отменил захват, почти успел это сделать, но все-таки Fargo захват провел и на 1000 бустанулся. А здесь тем временем отмена рабочих. Был дроп дозера, и дозер даже и сюда успел долететь с помощью чинука и отменил захват вышки. Хороший от Fargo старт. Ну, 3 технички заехали. Плюс есть ракетчики, по дозеру вдарил. Но почти убил наполовинку, по крайней мере. Минус 1 хаммер, второй, возможно, также сейчас заберет. Ракетчик очень хорошо помогает. Ну и 2 хаммера, минус хороший, в принципе, заезд сейчас от Сайза. Минус 2 хаммера, ну и также дозер здесь получал. Ну а чинук с дропом возвращается обратно, и каленый дозер можно, в принципе, в военном заводе-то починить. 2 сапплая работают, у Сайза сапплай пока 1, ну и нужно, конечно же, восстанавливать сейчас рабочих. Здесь также под Fargo вышка, да, слева, а вот центральная пока еще никем не захвачена, но бежит токсиновый ребель. Вполне возможно, даже получится сейчас захватить эту самую вышку. Ну а тем временем Size все-таки привел сюда, да, рабочего, поставил нору. Ну и перехват вышки под контроль токсинового генерала. Еще одна норка ставится на всякий случай. И еще 4 технички поехали в бой. Хорошо, Size, в принципе, начал свой старт. В принципе, карта практически вся сейчас под контролем Токса. Ну и заезжает. Заезжает Size, у Fargo, в принципе, здесь есть хаммер, есть пехота, но вот 2 дозера, посмотрите, насколько они рядом сейчас стоят. И если Size заедет, а он ведь заезжает и очень близко как раз-таки к этим дозерам, но пока пробивает только чинук, чинук отлетает, есть второй, слева он работает, и техничка залетает, техничка с ракетчиками, минус 1 дозер, а до второго достанет. И достает до второго дозера, и происходит просто уничтожение строителей. Это значит, что мы не увидим с вами больше никаких построек от СВГ. Не будет, естественно, ни стратегического центра, не будет филда, и Альфа Аврора уже, естественно, в этой игре не будет. Пробивается тем временем чинук, но есть 2 хаммера и квад. До свидания.
Технички пока еще катаются, но, слушайте, один хаммер минус, а второй забрать получится ли Сайс? Ну же, нет, не хватило огневой мощи, к сожалению. Хаммер остался жить, но один хаммер забрал. Не знаю, очень хорошо, на мой взгляд, заехал Сайс, убил строителей, забрал здесь хаммер, чинук прокалил. Ну и, в принципе, что? Что остается сейчас в данной ситуации? Просто давить СВГшника, его добивать, можно заехать подрывом, подорвать военный завод, подорвать сапплай, электростанцию. Я думаю, что Фарго там уже просто сдастся сам. Но пока Фарго в игре. Отработал, кстати говоря, я так понимаю, что изучен у рейнджеров сейчас... Да, флешки изучил Фарго у рейнджеров своих, потому что было видно, да, как выселяли сейчас здания. Явно в этих камерах сидят рейнджеры, это факт. Ну и можно, в принципе, тогда и этот домик также выселять. Так еще и вышку, слушайте, Фарго себе здесь взял. И в сумме у него получается 3. Да, 3 вышки сейчас у Фарго. В принципе, хороший пока экономический буст. Плюс 2 сапплая. В принципе, можно пробовать воевать. Но тут квады справа. Здесь же 2 норы от токсинового генерала. И минус 1 чинук. Второй пока отлетает. Ну и 1 сапплай в блоке. Еще одну норку дает Сайс. Поехал Фарго, при этом, при всем, слушайте, армия достаточно мощная. Здесь 6 хаммеров плюс медичка. И они, я так понимаю, нагружены достаточно сильно. Ну как? Ну 3 хаммера, 4 хаммера с ракетчиками, 2 просто пока пустые. Не знаю, может в такой ситуации, если Фарго будет продолжать воевать, то, наверное, надо и апгрейд на ракеты то учить. И слушайте, минус 1 хаммер, но военный завод прокалил. И военный завод практически-то уничтожен. Квад надо забрать, конечно. И военный завод, до свидания. А дальше, так понимаю, будет попадать под раздачу сапплая. Тем временем Сайс пытается контратаку какую-то, я так понимаю, провести. И даже 1 хаммер забрал. 1 прокалил, но он отъезжает. И минус сапплай, слушайте, сапплая-то нет. Все, остался с одним сапплаем Фарго и с 3 вышками. И, ну, тем временем Фарго каков? Он уничтожает и военный завод, уничтожает ресурсный центр. И Норка также, до свидания. На пути 2 казармы. Если уничтожить казармы, то, соответственно, Сайс не сможет строить Нора. Соответственно, потеряет свою мобильность. 1 казарма минус. И еще 1 казарма также попадает сейчас под уничтожение. Вопрос, будет ли Фарго эту вышку уничтожать? Может быть, там какой-нибудь рейнджер есть, и есть смысл эту вышку-то перехватывать себе? Почему бы и нет? Учитывая, что Фарго остался только с 1 сапплаем, то количество вышек для него сейчас будет иметь достаточно решающее значение. Рабочий побежал вперед. Еще ближе, возможно, Сайс будет пытаться Норку ставить, а тем временем Фарго идет дальше и практически, наверное, можно сказать, уже и мейн очистил. Норка практически закрыта, флешки. Да, рейнджеры сидят в камерах, работают сейчас по рабочим, и сапплай уничтожается. И перехват вышки даже сейчас происходит, и Фарго зажимает Сайза. Вот так вот. Квады выходят, пытаются тут противостоять хаммерам, 1 хаммер минус. Еще 1 также попадает под раздачу. Сайс идет вперед, ракетчики и плюс еще и рейнджер здесь высаживаются заранее, пытаются как-то, я так понимаю, прикрыть отход этим хаммером. Пробиваются дроны, слушайте, в пробку в такую, как Сайс, да, попадает. И просто сейчас может еще 1 хаммера лишиться. Да, еще 1 хаммер минус. Но ракетчики должны этот хват закрыть, а хаммеры закроют ракетчиков Сайзу. Ну и все. Мейн Сайзу очищен. Осталась тут только 1 нора, а Сайз перестраивается. Сайз перестраивается справа здесь на карте. Даже ставит уже командный центр. И у Фарго уже 4-й ранг. И я даже видел, что он спамил снайперов. Да, все верно. Вот они, снайперы появляются. Здесь каленая, правда, казарма. Кто-то, может быть, техничка какая-то заехала. Может быть, квады пытались здесь казарму убить. Ну, еще 1 армия готовится. Достаточно мощная. У Фарго сейчас в активе целых 5 вышек и плюс сапплай. Очень хорошая экономика на самом деле. И есть, в принципе, все здания для того, чтобы продолжать воевать. Посмотрите просто, сколько тут хаммеров. Норка попадает под раздачу. Армию Фарго свою, в принципе, практически всю потерял. Тут только 2 хаммера остались. И оба, кстати, лычкованные. По 2 лычки у каждого. Плюс есть Hellfire дроны. Норка, конечно же, сейчас просто закроется до конца. А тут рабочий пошел вперед. Но, правда, каленый. Но мне кажется, что вот эти хаммеры должны уже доехать как-то до него. И просто уничтожить не получится. А тем временем залетает, военный завод подорвать, но не удалось. Не удалось подорвать военника. Это значит, что Фарго будет продолжать спамить. Он будет продолжать. Посмотрите просто, какая огромная армия. Теперь зажат Токси. Насколько зажат? Ну да, ну сапплай хорошо. Хорошо, сапплай качает. Есть 2 вышки. 3 вышки есть у Сайза. И 2 военных завода, кстати говоря. Спам продолжается. В принципе, Сайз пока еще и в игре. И еще 1 вышку себе Фарго будет перехватывать. А тем временем квады пошли вперед. Норка здесь прокатила. Ну, зажато здесь Сайз играет. Поэтому такое большое количество хаммеров, ну не дадут здесь Сайзу проехать. Тут рабочий
дает еще одну норку. Я думал уже, может быть, Сайс еще и наглее будет себя как-то вести, может быть, даже саплай тут даст. А тем временем те самые два хаммера, которые здесь добили последние позиции Сайзу, идут вперед и просто выселяют дом. Там явно сидит рейнджер, и под саплая уже подъехал Фаргу. Ну неужели закроет Сайза? Какой от Сайза был шикарный старт, он всю карту себе, можно сказать, взял, да? И дозера убил, и Рибель Амбуш токсиновый, зажимается хаммер до конца, и Сайз отбивается. Рабочего, кстати, привел на центр. Да, он пока тут просто стоит, но можно норку давать. И вот как раз таки это сейчас и происходит. Вопрос, что сейчас делать? Ну, вышки, может быть, подрывать, может быть, их перезахватывать. Военный завод, тут, насколько он каленый, правда? Да, вот тут даже меньше половины хп осталось. И Фаргу пошел вперед. Военник надо уничтожать. Конечно, какой-то подрыв проводить, вести сюда. Ну, а Фаргу тем временем даже еще и флуатить успевает, слушайте. И уничтожает позиции. Уничтожает позиции здесь под саплаем. Вышка под контролем здесь также у Фаргу. И получается, что у него уже в сумме 6, по-моему, вышек. И Фаргу пошел вперед. Но вот сюда заезжать, наверное, такое себе решение. Ракетчиков высадил заранее. Но в итоге просто получает сейчас с этого бункера. И засаживается обратно в хаммер. Не знаю, на уклоне здесь такая позиция в виде норы, плюс там с бункера наяривает. Ну неужели Фаргу сейчас так вот просто пойдет сливать свою армию? Ну зачем? Ну зачем Фаргу? Не знаю, может Фаргу уже как-то играет так достаточно расслабленно, я не знаю. Но посмотрите просто, вот он заехал, потерял 2 хаммера, потерял пехоту. Ну пошел дальше, хорошо. С бункера повыселял пехоту Сайзу, идет дальше под норку. Но Сайз тем временем также не сидит на месте. Он заехал. Он заехал сюда на центр, и вопрос, ставя здесь ресурсный центр, вопрос-то в том, что он будет делать. Он будет перезахватывать эти вышки, он не будет их уничтожать. Хаммеры тем временем сливаются просто сейчас все. Вся армия сливается, хотел Фаргу, видимо, себе эту вышку забрать. Но Сайз отбился, и просто всю армию сейчас Фаргу уничтожил. Зря. Зря опрометчивое от Фаргу, на мой взгляд, было решение сюда идти. Нужно было, наверное, все-таки как-то идти под военные заводы. Военные заводы вырубать, и бог с ним, с этой вышкой. Сайз отбился, нора восстанавливается. Вышка по-прежнему под контролем Токса. И, кстати, Сайз себе еще одну вышку перехватывает у себя на мейне и ставит ресурсный центр на доке на своем. То есть возвращает потихоньку Токс свои позиции. Также саплай на центре здесь копает, добавляется еще одна нора. И перехватил еще одну вышку также слева здесь, и хаммеры приехали. Приехали хаммеры, Фаргу не согласен явно с этим перехватом, посадил ракетчиков плюс снайпера в домик и работает по норе. Стреляет сейчас по саплаю, саплай будет, я так понимаю, ликвидирован, снайпер пошел вперед и уничтожает ребелей. Перехват вышки назад, отлично, а тем временем Сайз решил контратаку провести. Уничтожил здесь чинок, убивает пехоту и заходит, слушайте, пехота вся ведь отлетает сейчас, но хаммеры возвращаются. Возвращается хаммер назад, конечно же, нужно сейчас отбиваться. Нельзя Фаргу сейчас ни одного здания на самом деле терять, для него они жизненно важны, я бы сказал. Пробивается квад, но квад уничтожает хаммер, набирает 2 лычки, но такое количество хаммеров должно уже квад добить. Но еще один хаммер потерян, и выучил Фаргу ракеты Тоу сейчас в военном заводе. Есть 5 хаммеров, есть пехота, нам нужно продолжать дальше сражаться, я так полагаю. Ну вот чинук бы добавить, чтобы отсюда вот добывать вот с вот этого дока. А так пока у Фаргу есть вышки, он будет работать, он будет спамить. У него их сейчас 4 в активе. И, кстати, Фаргу также и наступать собирается. Вот вышка, вопрос, может быть в этот раз Фаргу ее уничтожить? Или все-таки будет там какой-то рейнджер, который это будет вышку-то все-таки перехватывать? Да, перехват. Будет перехват вышки, так еще и снайпер здесь оставил на тот случай, если вновь сюда ребель прибежит. А Сайз саплай-то со своего тут копает. Да, копает с дока, точнее саплай поставил. И 3 норы здесь дал на защиту. Вопрос, сколько ли там квадов. Не знаю, а экономика также у Сайза в принципе очень даже хорошая. МПЗ можно было бы захватить, а вот здесь вот нет рабочих. Рабочих нужно добавлять. Куда они делись, на самом деле большой вопрос. Так он еще и саплай продал. Так вот же коробки, почему? Почему не добыча? Почему не добывается здесь? Вопрос. НПЗ также надо было бы, наверное, уже захватить. И год казарма, пожалуйста. Надо просто выводить сейчас ребели и просто делать захват. Скидка на юниты. Ну, пока спамятся только квады, но есть каркас дворца, и дворец уже практически, можно сказать, и готов. А это значит, что в будущем мы ждем рокетбаги. Ракетчик стоит здесь под доком и явно не дает сейчас Фаргу добывать, а Фаргу просто прилетает на центр. Фарго копает с центра, объединяется пачка в одну большую и поехал Фаргу в бой. Еще 2 хаммера здесь добавляет. Большая армия, очень большая. И практически все здесь с ракетчиками. Домик падает, там еще и рейнджеры с флешками, плюс есть снайперы.
Сайз пытается как-то противостоять с помощью квадов. Ну, минус один Хаммер. Минус второй Хаммер. Минус третий. Плохо Фарго заехал. Наверное, много ошибается, что ли, нижний боец. Не знаю, но со стороны это выглядит именно так. На одной норке слить 3 Хаммера. Плюс еще один здесь прокалился. А тут Firebase. Точнее, арт-платформа. Ой, сейчас еще один Хаммер, похоже, что будет потерян. Или нет? Нет, успевает вроде бы как отступить. Так, ну и квад приехал. Приехал квад здесь под док, но, опять же, одного его тут не хватит, чтобы противостоять такой огромной армии. Ну и вышка полностью была у Сайза здесь на мейне уничтожена. Квады пришли, опять же, здесь справа, вот с этих норток. Посмотрите, сколько их тут вылезло. Пытается как-то Сайз не давать Фаргу добывать с этого дока. Ну, есть здесь чем принимать эту армию. А Фаргу тем временем наступает. Он наступает, он пробивает норы, и появляется рокетбаги. И минус Хаммер. Да, все верно, сейчас еще и второй будет потерян. Смотрите-ка, с двух сторон сейчас Сайз зажимает Фаргу. И вполне возможно, что эта атака будет просто провальной. Да, вся армия была уничтожена. Высаживается здесь пехота заранее. Но должны квады, в принципе, справляться. Плюс еще и под прикрытием рокетбаги. Так, а тут стоит фугас. Но до фугаса так и не доехал. Фарго был уничтожен раньше. Медичка минус. И армия вся потеряна. Но есть еще одна. Продолжает Фаргу спамить, пытается как-то сейчас с Сайзом сражаться. Но вы знаете, со стороны все-таки вот так и хочется сказать, что ошибается. Ошибается Фаргу, и достаточно много. Он на одной норе здесь сколько посливал. Он тут сколько посливал. Он вот сюда пришел, да, сколько он слил. Он просто всю армию слил, и ничего ведь тут не уничтожил. Вышка по-прежнему под контролем Сайза. Ну вот и рокетбаги. Минус Хаммер, нужно отступать, слишком близко Сайз подошел, так еще и квады вышли, просто сейчас баги сольются, вторая баги минус. Вот бункер, хороший бункер, хорошо здесь стреляет, и минус еще один Хаммер. Ракетчики выходят, прогоняют тут квады уходят обратно на рун. Ну и наконец-то, мне кажется, вот сейчас самое вот верное направление для Фарго. Военный завод казарма, Джарман Кэл здесь есть. Но тут есть рейнджеры с флешками, и Джарман просто потерян, как я понимаю. Квад минусуется, но была потеря Хаммера. Рокетбаги работает, есть уже грейд на дополнительные ракеты. Еще одна баги вышла, сразу же минус. Домик нужно закрывать. А где же рейнджер? Видимо, все рейнджеры уже погибли в других камерах. Не высаживается Фаргу заранее. Пробивается военный завод. Вот это уже дело, на мой взгляд. Но там рокетбаги, нужно как-то контролировать этот момент. Хаммера не надо бы сливать. Готовится ли новая армия? Ну вот есть, да, есть тут 3 Хаммера. Они гоняют пока тут квад, и есть рокетбаги от Сайза, которая закрывает один Хаммер. Не успевает Фаргу тут до рокетбаги, правда, добраться. Но нужно объединять, наверное, объединять в одну общую армию. Убил казарму, почти закрыл военный завод. Норку можно, в принципе, также закрывать. Военник будет минусован, судя по всему. Хаммер добавляется в общую пачку. Вот он, второй военный завод. Его также можно уничтожать. Стоит радарный фургон, значит, у Сайза открылась миникарта. Фарго надо работать. Почти убил рокетбаги. Минус. Минус, но сейчас будет потеря 2 Хаммеров, чувствую. Нет, один только. Один остался жить. Но есть медичка, даже 2 должны починить. Но опять баги выходят, и минус Хаммер. Нужно убивать военный завод, конечно же. А тем временем ребеля пошли вперед. Ну там где-то снайпер стреляет. Вот он. Снайпер работает, скорее всего, отменил рабочего. Ребята пошли вперед, пока Фаргу работает на правом фланге. Они будут просто сейчас перехватывать вышки. Этого нельзя допустить. Но есть здесь какая-то пехота. В домике вполне возможно там ракетчик. Да, и плюс есть рейнджер с флешками. Но токсиновые ребята должны этот момент контролировать. Конечно же, да, все, домики выселяются, можно вышки перехватывать. А вот Фаргу вышки терять ну никак нельзя. Уничтожается норка, я так понимаю, нужно контролировать Хаммер. Это, конечно же, один вот этот уводить каленый. Ну и норка закрывается, а на пути черный рынок. Их уже 2 здесь у Сайза. И командный центр. Убить командный центр, и Сайз остается без повышений. У Фаргу тем временем уже открывается 5-й ранг, но толку-то от этого никакого, ведь нет командного центра. И самое плохое для Фаргу, что и не будет. И начинается перехват центральной вышки слева. И вышка под контролем Сайза, но чувствую, это будет ненадолго. Либо Фаргу ее уничтожит, либо вновь приведет сюда рейнджера, и вышку будет себе перехватывать. Сел здесь в домик пехотой Фаргу. Ну, нужно пробивать, конечно же, сейчас черный рынок. Ну и полетела токсобомба. Полетела токсобомба сейчас на базу к Фаргу и будет блокировать сейчас производящие здания. Да, казарма, вторая казарма и военный завод просто сейчас блокированы. Но благо еще хоть с дока тут добывает. Слушайте, вот здесь вот ребель стоит у Сайза, можно вышку-то перехватить. А вышку в центре себе Фаргу возвращает назад под контроль. И вновь у него 4 вышки. Чинуки уже прилетели на док сюда добывать.
Два военных завода вот где были построены. И вновь хаммеры. Потери очень огромные на самом деле. 5 хаммеров, 6 хаммеров потерял Фарго. Хотел приехать убить здесь здание Сайза, но не вышло. Не вышло, Сайз работает, Сайз расширяется, у Сайза флуат, и флуат хороший. Также есть уже 5-й ранг, и токсобомба здесь блокирует здание. Не знаю, может быть уже есть смысл искать шторм где-то разворачивать для устрашения своего соперника, почему бы и нет бы. Фарго все равно ничего, к сожалению, не получается, но в какой-то момент вот казалось действительно, что Фарго вот может еще что-то предпринять, но игра еще ведь не закончилась. Может быть еще будет какая-то удачная попытка, а может и нет. Посмотрим с вами в будущем. Спамится новая армия. Токсины очистились, вновь очень много ракетчиков загружаются в хаммеры, опять ребеля бегут вперед, опять перезахватывать вышки. Одна медичка только из армии здесь Фаргу осталась. Чинук прилетел, добывает. С центра, я так понимаю, здесь тоже Фаргу копает. Ну и док также под контролем Фаргу. Ресурсы есть. Ресурсов хватает. В принципе, спамить также есть из чего. А может быть, Сайзу уже стоит попытку какую-то провести в виде подрыва. И подорвать уже тот самый военный завод. Вот подорвать военный завод и все. И мне кажется, на этом будет игра уже закончена. А вот садить ракетчика-то в бункер ну никак нельзя. Там ведь есть нора и все. И все. И просто сейчас ракетчик минус. Так, а тем временем пытается Фаргу здесь противостоять норе. Там очень много рокетбаги, но Сайз зажат. Там еще один ракетчик также настреливает. Нужно быть аккуратным. Не надо сливать здесь. Очень узкое пространство. Ну, не нужно, мне кажется, здесь вылазить. Ну и пускай этот хаммер тут стоит. И бог с ним, с этой вышкой. Потом заберешь Сайз. Но перехватывает Фаргу тем временем. Перехватывает эту самую вышку, но пытается Сайз зайти, он пытается здесь давить пехоту, но хаммер работает, слушайте, посмотрите просто, как эти отлетают эти рокетбаги на одном хаммере, плюс еще и лазерлоки здесь работают, ракетчики вовсю, но передавливается пехота, и еще 2 ракетчика здесь есть, уничтожается квата, неужели сейчас еще и эту рокетбаги заберет? Нет, она все-таки уходит на руну. На одном хаммере сколько сейчас слил Сайз пехоты, точнее рокетбаги, но вот эта пехота от Фарго уже, она также сливается, но вот почти эту норку закрыл, ладно, почти закрыл, но успевает баги выйти и хаммер сливается. Ну, вообще, на самом деле, вот это, наверное, самая грубейшая ошибка сейчас от Сайза. Просто на одном хаммере слить всю свою армию баги. Очень дорогое удовольствие у Токсина. Самые дорогие рокетбаги. А у СВГ, напоминаю, самые дорогие хаммеры. И, кстати говоря, до сих пор не захвачена нефтепереработка, что странно, ведь она уже столько времени под контролем Сайза. Ставится сапплай и, наконец-то, добираются эти коробки. А ведь ранее мы видели, как Сайз этот сапплай продавал. Здесь была перехвачена Сайзом вышка, но Фарго ее себе опять перехватывает и готовит вновь новую армию хаммеров, уже которую по счету я уже сбился на самом деле. Здесь стоит пилот, но его сейчас будут ликвидировать с помощью ракетчиков долго, но будут. Ну и тем временем Чинук также тут летает, не знаю, может быть что-то дропало, может быть его прогнали отсюда с этого ресурсного дока. Фарго пошел вперед, противостоять армии Сайза, минус квады. Рокетбаги также отлетают. Тем временем тут квад стрижет Чинуки, но Чинук будет жить. Здесь хаммеры от Фарго работают. И, я так понимаю, будет вновь перехват вышки. А здесь в центре вышка была уничтожена. Вот, не знаю, ну Сайзу ну давно пора уже было какие-то подрывы проводить. Уничтожать военный завод, уничтожать вышки. Кстати, поставил себе Сайз ресурсный центр на своем доке, который ранее был ему отменен. Но опять приезжает Фарго, и снова этому не бывать. Сапплай уничтожается, норка также была закрыта, даже еще не успела достроиться. Выходит заранее снайпер, будет контролировать рабочих, контролировать здесь репелей. Хаммеры идут вперед, в принципе, с этой норой должны справляться просто на изи. Плюс еще и снайперы сидят здесь в хаммерах, уничтожают пехоту. Норка минус. Но на пути рокетбаги, на пути квады, и просто сейчас настреливается по хаммеру, но хаммер успевает уйти, пехота высаживается заранее, баги пока отступают. Нужны квады, конечно же. Ракетчиков нужно закрывать. Квады будут уничтожены, это явно. Здесь очень много хаммеров, но хаммер минус, второй также минус. Пробивается военный завод, пехота тут стоит. Нужно лазерлочить, конечно же, сейчас квад. И квад будет потерян. Но ребель-амбуш. Ребель-амбуш, который закрывает еще одну пачку Фаргу. Фаргу поехал снова перехватывать вышку себе, которая под контролем Сайза тут находится уже очень долго, и снова теряет огромную армию. То есть сейчас буквально за считанные секунды было потеряно 2 армии от Фаргу. Если бы он так свои хаммеры бы не терял, мне кажется, он давно бы уже бы Сайза закрыл. Но пока происходит то, что мы с вами наблюдаем. Лазерлок, теряются рокетбаги, армия вся была Фаргу потеряна, но Фаргу все-таки добился своего.
Он все-таки перехватил себе эту вышку. Ну, нужно теперь уничтожать, естественно, вот эту норку, чтобы никакие баги тут не вылазили. И они как раз-таки пробивают эту вышку. Видимо, Сайс уже смирился с этим, что она под контролем Фарго, и просто ее будет уничтожать. Ну, вот пехоту вот так вот сливать Фарго. Ну, как же так, а? Ну, как же так? Ну, просто всех ракетчиков слил, остался тут только один и рейнджер. Ну, я надеюсь, что хотя бы вот сюда в бункер он его не посадит. И вновь ребеля прибежали. Вновь прибежали и будут перехватывать опять, наверное, эти вышки. Новая армия готовится. Ну, проведи, Сайс, уже подрыв. Ну, хоть какой-нибудь скат-шторм поставь. Но пока выходит строительство черных рынков. Вторичную экономику наращивать. 2 военных завода продолжают спамить. Так, ну, очень много здесь, кстати говоря, юнитов от Сайза. И, я не знаю, будет перехват или все-таки уничтожение этой вышки. Квад пошел вперед, пробивает пехоту. И похоже, что он ее до конца-то и закроет. Нет, все-таки Квад был потерян. Щенук. До свидания также. Ну и поехал Хаммер вперед, но там вторая армия. Кстати, слушайте, она пошла вверх по карте, но там нужно чем-то как-то отбиться. А что у нас на базе? А на базе всего лишь один Хаммер. Есть пехота, но квадов много. В принципе, с пехотой должны справляться. Пошли вперед здесь рокетбаги. А ведь на пути военный завод нужно отбиваться. Фарго, возвращай армию. Армия-то далеко. Неужели сейчас все-таки будет потеря этого военного завода, который столько времени помогал жить Фарго? Минус Хаммер, минус второй. Пехота минусуется, блокируется казарма. Нужно бить военник, и срочно Хаммер выходит, а армия от Фарго возвращается обратно. Успеет ли? Ну неужели это все? Минус еще один ракетчик, пробивается военный завод, и все. И вот теперь, наверное, уже можно сказать, что для Фарго это начало конца. У Сайза очень хорошая сейчас экономика, еще и казарму теряет Фарго. Остается только с одной казармой, остается только с хаммерами. Очень много пехоты, в принципе, но уже, наверное, не на спаме-то так много. Ну, что тут уже? Ой, еще и токсиновая бомба прилетела. И падает все-таки. Минус пехота, казарма блокирована. И вот она, последняя армия, которая идет сейчас вперед. Сколько же было от Фарго ошибок? Сколько раз он мог просто приехать и Сайза уничтожить? Но он этого, к сожалению, не сделал. И сейчас просто один за другим камеры будут теряться. Фарго даже этого не стал дожидаться. Он просто сдался. Очень много ошибок. По крайней мере, так мы видели со стороны. То есть и один, и другой боец очень много сливали юнитов на самом деле. Но Фарго в этот раз, наверное, превзошел самого себя. То есть он сливал одну армию за другой. Не знаю, вцепился за эти вышки, сцепился за этот мейн. Мне кажется, нужно было все-таки ехать направо, туда в район командного центра, в район саплая, вот направо, да, вот там как-то вот уничтожать все позиции. Но Фарго поступил так, как поступил, и просто тянул время вот это вот, которое приближало его к концу. Он раньше мог закончить эту игру, Сайза просто разнести, но он этого не сделал. В итоге Сайз окреп и просто в какой-то момент совершил атаку, которая стала, наверное, уже ключевой. Просто убив военный завод. Также Сайз мог просто привести подрывы. Просто привести подрывы как-то, да, более грамотно как-то, что ли, подорвать военный завод. И все бы это намного раньше закончились, но Сайз этого также не делал. Но, тем не менее, мы увидели то, что увидели. Победа Сайза, и счет в этом поединке стал 1-0. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.